Друзья, всем привет! С вами канал Китайфак, и сегодня на обзоре у нас новинка лазерный уровень от компании Mosky. Эта модель называется Mosky T5 в виде всем известного уже бочонка на поворотном основании, который строит 4 вертикали, пересекающиеся на потолке, и один горизонт. Так, друзья, пришел уровень вот в такой красочной коробке и дополнительно запакован в пупырчатую пленку с пакетом. Пришел к компании SDEC и, на удивление, очень и очень быстро. По всей видимости, отправка была из России, потому что пришло буквально за 5 дней. Итак, приходит вот в такой красочной коробке. На ней есть некие характеристики, то есть также есть Т2, Т3 и Т5. Это одна вертикаль, один горизонт, две вертикали, один горизонт и точка отвеса, и 4 вертикали, один горизонт и точка отвеса вниз. Вторая точка отвеса на перекрестии сверху. Длина волны, класс лазера, здесь погрешность указана плюс-минус 1 мм на 7 метров. А здесь снизу коробки указано плюс-минус 0,5 мм на метр. То есть какой погрешности верить, пока не знаю. Ну, конечно же, погрешность мы проверим в следующем видео. Значит, едем дальше. Погрешность угла 90 градусов между вертикалями плюс-минус 0,025 тысячных градуса, либо плюс-минус 1 мм на 3 метра. Три каких-то показателя непонятных. Ну, скорее всего, 2 мм на 5 метров это толщина линии на 5 метрах. Диапазон работы компенсатора плюс-минус 3 градуса. Развертка 110 градусов. Значит, рабочая дистанция 10 метров. Но это в зависимости от степени освещения. Чем темнее, тем дальше будет видна линия. Чем ярче, тем меньше, соответственно. Работа с приемником до 50 метров. Также работает от сети, 10 часов работы от одного комплекта батарей, резьба 5/8 дюйма стандартная, рабочая температура от минус 10 до плюс 50 градусов. Вес всего комплекта 2,5 килограмма. Так, друзья, давайте вскроем его и посмотрим поближе. Внутри, значит, дополнительная пленка защитная, вилка переходная, сам зарядник, сам нивелир, лазерные очки и такая вот инструкция. Все, внутри больше ничего нет. Так, ну давайте, как всегда, рассмотрим все более детально, пощупаем и посмотрим, насколько хорошо или плохо это сделано. Так, друзья, и давайте начнем с кейса. Кейс такой, ну, откровенно говоря, слабенький. В принципе, сделан неплохо, но пластик такой у него ломкий. Если его уронить, мне кажется, он треснет. Такой тоненький, ну, довольно условный кейсик. Защелка такая. Ну, в принципе, пружина неплохая, защелкивается неплохо. Такие петли сзади. То есть кейс такой бюджетный, конечно. Вообще, да, хочу сразу сказать, что это бюджетный уровень. Стоит он всего 2800 рублей. Ссылку на проверенного продавца я, как всегда, оставлю под видео. Да, за эти деньги, 2800 рублей, вы получаете 4 плоскости вертикальных, одну горизонтальную, прибор на поворотном лимбе и получаете полноценный отвес. То есть функционал очень, на самом деле, большой. За эти деньги очень интересное предложение. На подобные уровни я уже делал обзор на тот же Кайтиан. Можете посмотреть его, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. И таких подобных уровней на самом деле в такой ценовой категории на AliExpress достаточно много. Так, едем дальше. Очки. Очки положены тоже очень дешевые. Они тоже различаются. Вот эти царапаются очки. Довольно, ну, плохие, откровенно говоря, плохие очки. Можете сразу их выбросить, они вам ни к чему. Хорошие очки продаются у компании Fireco. Я мельком делал на них обзор поворотной базой. Посмотреть обзор на эти очки можете, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. У них уже не царапающееся стекло, отдельный чехол такой толстый, мощный. И в них очень круто все видно. Зарядное устройство стандартное, к нему прилагается переходная вилка, чтобы можно было вставить в наши сети. Ну и, друзья, сам уровень. Вот как раз уровню уделили больше внимания, чем аксессуарам. Сделан из неплохого пластика, такого приятного на ощупь. Есть гнездо для работы от сети, как уже говорил. Поворотное основание, очень легко крутится, без всяких задиров и тормозов. Ножки крутятся, и вот эта вся вставка, это некая такая твердая резина. Да, кстати, друзья, некая новая форма ручки, наконец-то. То у всех такие идентичные барашки. И вот здесь очень мелко, видно вам или нет. Здесь погрешность написано 7 метров, равно погрешность плюс-минус 1 мм. Будем тогда доверять этой погрешности, которая указана на приборе. И перечислено просто, какие плюсы есть у этого уровня. Пузырьковый уровень, работа от сети, яркая линия, точность 1 мм на 7 метров. Какой-то стоит новый чип. И время установки компенсатора всего 3 секунды. Ну, мы, конечно же, это все проверим. Аккуратный батарейный отсек на 3 батарейки.
Да, друзья, и по сравнению от аналогичных лазерных уровней других производителей, здесь панель управления сенсорная. То есть на самом деле сенсорная панель мне намного больше нравится, потому что кнопки не проминаются и очень удобно нажимать. Также сверху есть пузырьковый уровень для грубой предварительной установки. Это также очень удобно при той же установке на штатив либо штангу по этому уровню. Есть такой микровинт с бесконечным ходом, но посмотрим, как он крутится, как он реагирует. Ремешок для переноски отдельно закреплен на металлический штырь. Ну, то есть, в принципе, исполнение прибора очень даже неплохое, друзья. За 2800 рублей просто отличный вариант. Так, ну давайте включим его и посмотрим, как он работает. Так, друзья, прежде чем включить, хочу обратить внимание, нашел вот здесь на крышке батарейного отсека лазерные модули, стоят японские фирмы Sanyo. Посмотрим, как они светят. Так, вот я подключил его от розетки. При включении тумблера загорается горизонт и происходит некая такая диагностика. То есть все поочередно загораются вертикали. Когда диагностика прошла успешно, остается гореть только один горизонт. Линия, в принципе, кстати, яркая, но хочу отметить, довольно такая толстенькая линия. Горизонт можно отключить отдельно, просто нажав на клавишу H, либо включить. Кстати, сенсорное управление очень чувствительное и отрабатывает при малейшем прикосновении. Клавишей V включаете вертикали. При первом нажатии вертикаль перед прибором. Второе нажатие включает дополнительную вертикаль справа под 90 градусов с пересечением на потолке. И третье нажатие включает две последние вертикали. То есть сейчас горят все 4 вертикали. Кнопка Out — это режим работы с приемником. В этом режиме линии начнут гореть чуть-чуть тусклее. Вот если заметили, яркость упала и замигал вот здесь индикатор соответствующий. Да, друзья, здесь есть работа с заблокированной линией. То есть в стандартном случае при наклоне линия у вас мигает и издается звуковой сигнал. Можно мигание линии и звуковой сигнал отключить для разметки под наклоном. Делается это следующим образом. Во включенном состоянии вы удерживаете кнопку Out до двойного характерного щелчка. Вот второй щелчок произошел, и сейчас уже можно размечать что-то под наклоном. Но маятник при этом не заблокирован, как видите, то есть без резких движений. Тем не менее, эта функция реализована. Такое исполнение функции — это, в принципе, довольно частое явление, и у многих лазерных уровней, подобных бюджетных, оно выполнено именно таким образом. Да, чтобы отключить этот уровень, нужно опять удерживать кнопку Out. Ну вот, допустим, сейчас опять также мигает, как будто вы работаете в режиме работы с приемником. Главное тут тоже не ошибиться. Если вы раз нажмете, то вы просто отключите режим работы с приемником, у вас здесь перестанет мигать. Но режим работы с заблокированной линией у вас остался. То есть, видите, при наклоне линия не мигает и звук не издается. То есть надо непосредственно нажать на кнопку Out и удержать пару-тройку секунд до второго характерного щелчка. Вот сейчас у вас отключилась функция работы с заблокированной линией. Видите, сигнализация появилась, но уровень работает в режиме работы с приемником, так как мигает индикатор. Сейчас вы просто нажимаете еще раз, индикатор у вас больше не мигает, линия горит чуть поярче. Все, сейчас вы работаете в стандартном режиме с сигнализацией об разгоризонтировании. Так, друзья, давайте посмотрим микровинт. Крутится он так-то по большому счету плавно очень, можно подвестись легко. Сначала рукой подводитесь грубо, а потом уже на точку потихонечку наводитесь. Это вполне реально. С реверсом, конечно же, здесь, как и у всех лазерных уровней, не так все хорошо. То есть вот вы крутите в одну сторону, у вас натяг хороший. Если вам надо крутить в другую сторону, то несколько движений идут в холостую. Ну, буквально 1-2 прокрута. Дальше линия подхватывается и уже нормально перемещается. В принципе, для бюджетного лазерного уровня нормальный микровинт, не могу ничего сказать плохого. Да, друзья, помимо 4 вертикалей, которые пересекаются на потолке и в точке перекрестия образуют зенит, точку отвеса вверх, здесь также есть точка отвеса вниз. Но она, кстати, включается и выключается вместе с горизонтальной плоскостью. То есть, если горизонт отключить, то и отвес почему-то отключится. Немного непонятная логика, почему именно так. Друзья, в инструкции указано, что компенсатор устанавливается за 3 секунды после включения. Давайте проверим. В принципе, когда он стоит на ровной площадке, то здесь затрачивается и меньшее время. Давайте, допустим, представим ситуацию, что вы переставили его на другую точку. В 3 секунды, по большому счету, он укладывается. Очень неплохой результат на самом деле. Так, друзья, ну вот весь функционал мы его рассмотрели. Давайте теперь посмотрим толщину лазерной линии на разных расстояниях. И сравним его с каким-нибудь уровнем в той же ценовой категории с красным лучом.
Так, давайте сравним с очень дешевым лазерным уровнем Моски АК-457 с красным лучом. Функционал у него, конечно, поменьше, чем у Моски 5Т. И стоит он почти в 2 раза дешевле, около 1500 рублей. Так, и давайте посмотрим для начала толщину линии на 1 метре. Так, друзья, ну вот две линии. Снизу идет Моски АК-457, сверху Моски Т5. Видно, что у Т5 линия гораздо ярче, но она и гораздо шире. То есть она в районе 3 мм на 1 метре. У 457 чуть более 2 мм. Давайте теперь посмотрим на 5 метрах. Так, друзья, на 5 метрах у Моски 5Т линия довольно толстая, в районе 3,5 мм. У Моски АК-457 линия тоненькая, где-то в районе 1,5 мм. Хотя у Моски 5Т вертикаль близка к истине, она довольно тонкая, чуть меньше 2 мм, как в принципе и должна быть. Не знаю, возможно, мне попался такой брак, и горизонтальная линия немного толще, чем вертикальная. Но линии сами по себе, конечно, намного ярче, чем у АК-457. И давайте посмотрим на 10 метрах. Так, друзья, и на 10 метрах у Моски 5Т линия в районе 6 мм, у АК-457 в районе 3 мм. То есть в 2 раза тоньше линия. Вертикальная линия у Моски 5Т чуть меньше 3 мм, как и должна быть. То есть с горизонтом, видимо, какой-то брак. По развертке. Развертки более чем достаточно. Этим прибором очень удобно работать в ограниченном пространстве. То есть вы включаете вертикали, они пересекаются на потолке, и получается плоскость 360 градусов практически, которая чуть-чуть не доходит до прибора на полу. Горизонт, в принципе, точно так же, благодаря поворотному лимбу. То есть вы свободно поворачиваете и отбиваете весь горизонт. Это очень удобно. Перекрестие наверху является точкой отвеса вверх и также точка отвеса вниз. Друзья, за эти деньги, если честно, то прибор просто огонь. Ну, согласитесь, вы получаете практически максимальный функционал, получаете прибор на поворотном лимбе. Очень удобно размечать горизонт по кругу. 4 вертикали, при включении которых вы получаете практически 2 вертикальных плоскости по 360 градусов. Полноценный отвес, работу с приемником, работу под наклоном, микровинт на поворотном основании, возможность работать от сети, возможность по отдельности включать вертикали и горизонт. То есть, ну, что еще можно за эти деньги сюда впихнуть? Даже несмотря на такую толстую горизонтальную линию, я не могу сказать, что это плохой прибор. Причем собран он довольно качественно. Пластик толстый, все сделано четко, все зазоры соблюдены между деталями. И все это удовольствие всего за 2800 рублей. Не знаю, смотрите сами, решать вам, конечно, но на самом деле очень классный прибор. Друзья, на этом все. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк. Желаю всем добра, всем здоровья, пока-пока.